Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзук, и в этом видео я немного побомблю, так как купил тут на распродаже на Nintendo Switch один файтинг, некий файтинг под названием Fight, вот прям так он и называется, вот видите, да? Видите тут выбор персонажей, вроде даже бы, как бы меню выбора персонажей выглядит, ну, не совсем дерьмово. Ну давайте по порядку. Для начала давайте покажу. Вот так вот игра выглядит. Вот так вот она выглядит в меню. Ее обложка. Так, даже забавный факт, что когда вы эту игру запускаете, она даже не предлагает вам выбрать пользователя. Ей все равно, кто ее запускает, какой пользователь, да? Это уже о чем-то говорит. Вот просто нажимаем Fight и сразу она запускается. А любая другая игра предлагает выбрать. Потому что обычно на консоли много разных пользователей. У меня как минимум 2. Дальше. Появляется меню. Совершенно вот такое вот просто вот простое меню, в котором даже нет настроек игры. Нам предлагают аркада versus survival training. Это уже настораживает. Вообще изначально меня настораживало то, что в магазине, вот этом Nintendo Switch'овом интернет-магазине, у этой игры были только скриншоты, не было никакого видеоролика. Это настораживает, да? Игра по распродаже стоит всего лишь 150 рублей. Полный full прайс, по-моему, рублей 500 или 600. Уже точно не помню. Ну, в общем, ребята. А сейчас я вам скажу то, зачем мы решили писать это видео. Потому что эта игра, это полнейший кал, которая нельзя назвать игрой. И такие вещи вообще нельзя продавать за деньги, как я считаю. По крайней мере, в магазине, в котором нет какого-то рейтинга. Нельзя выставлять рейтинг пользователям играм. Вот. Ну, в общем, давайте посмотрим по порядку. В общем, смотрите. Вот какие персонажи, да, у нас тут Хаук, Рейджин, типа под Рейдена закос нам, да. Куазар, Коуп, Зингтао, Рино, Мантис, Пари Скейтер, Хиро, Вапор Сторм, Лич, Койот, Драйгон, Кублей, Сайлент Фэнк. Очень не знаю, кто придумал все эти имена. Но, в общем, Сайлент Фэнк вроде деваха, как будто, а может и нет. Перри Скейтер. Ну, в общем, это все не важно, потому что, ребята, в этой игре идеальный баланс, которому позавидует сам Эд Бун с его Mortal Kombat'ами. Как они этого достигли, этого баланса, я сейчас вам покажу. А потом расскажу, почему такое вообще нельзя продавать. Давайте берем, не знаю, вот этого похожего на Рейдена товарища. Странно, нам игра не дала возможность, подождите, не дала возможность выбрать противника, он сам выбрался, короче, да. И здесь идет выбор арен. Значит, что тут у нас арен? Dungeon раз, Gold Mine 2, Temple 3, Severus 4, Cave 5. 5 арен, короче, мы здесь имеем. Запускаем, сложность средняя стоит. Очень долгая загрузка, в это время как раз можно рассказать, что вот сейчас мы увидим то, как разработчики этой игры достигли идеального баланса, даже не придраться. Mortal Kombat по балансу ей в подметке не годится. Но почему же эту игру нельзя продавать? И сейчас вы все увидите, ребят. Итак, смотрите. Что может делать наш персонаж? Бить руками. Бить еще раз руками. И бить ногами. Ну, вроде бы и неплохо, вроде бы, казалось бы, да? Но фишка, загвоздка в том, что больше ничего не делать не умеют. Они могут бить. У них есть 4 кнопки. 2 удара рукой, 2 удара ногой. Вот, даже типа комбо какой-то вариант есть. И удары руками. И можно это делать в приседе еще. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, в общем, вы поняли, да? И еще можно вот так вот назад дэшиться. Или вперед тоже можно дэшиться. Все, мы выиграли. Origin wins. Озвучки, конечно, здесь никакой нет. Все, вы поняли? Аркада закончилась. Мы просто выбрали персонажа, прошли один бой, и аркада на этом закончилась. Но это фигня. Вы поняли, почему баланс в этой игре хорош? Идеален, точнее. Потому что
все персонажи это по сути один персонаж, один и тот же персонаж. Все персонажи это просто скины одного и того же персонажа. У всех одни и те же приемы. То есть это просто, это насколько халтура. Это, я даже не знаю, как это назвать. То есть они просто сделали разные скины, но не сделали абсолютно никакой механики. Просто 4, сука, удара у всех на всю игру. Больше ничего здесь нет. Понимаете? Давайте сейчас еще включу что-нибудь, не знаю, кого-нибудь. Вот, взял кого-то товарища. Канализация. Вот так, где, место, где эта игра должна существовать. Просто, ну, вдумайтесь. Они просто сделали 4 удара в игре одинаковых. Одного и того же персонажа, поменяли ему скины. То есть нет никаких спецприемов, никакого разнообразия. Абсолютно. Ни прохождения как такового здесь нет. Ни здесь, ни просто в игре нет ничего. Ничего, чтобы это дало назвать ее просто полноценной игрой. Это не игра. Такое, ну, как мне кажется, Nintendo должно быть стыдно за то, что у них такие продукты продаются за деньги в их магазине. То есть, да, должен же быть какой-то там, ну, контроль качества, я не знаю. Вообще, можно ли в это играть? Как это вообще можно назвать полноценной игрой? Хорошо, у вас нет контроля качества в любой говно. То есть любой Вася, Петя может сделать там какую-то говнину за 5 минут, там, где пару палок каких-то там двигаются на экране. И продавать, срубать на этом бабло на распродажах Nintendo. Понимаете, если уж вы делаете так у себя в магазине, просто любой шлак туда добавляете, который только может хоть как-то работать на вашей консоли. Ну, тогда делайте рейтинг, как это в этом, как его, в Google Play или там в PlayStation. У игр есть рейтинг. Те, кто купили игру и попробовали, они могут выставлять оценки. Там, по 5-бальной системе, да, в Google Play можно даже комментарии оставлять. Ну, вот это высер просто. Это нельзя, это стыдно. Ну, максимум такое можно, я не знаю, выкладывать на каких-то форумах бесплатно, там, где там какие-нибудь юные разработчики, начинающиеся, да, начинающие там какие-то свои проекты там, да, ну, которые только там пытаются что-то сделать. Вот. Туда еще можно было куда-то выложить, было бы не стыдно, но продавать это за деньги, да пускай даже за 150 рублей, да, этот высер даже времени потраченного не стоит, понимаете? Какие там 150 рублей? Это еще по скидке 150 рублей. То есть я был бы рад эту игру сдать назад сразу же. То есть в Steam можно сдать игру обратно, если там в течение 2 часов тебе она не понравилась, да? И это правильно, потому что можно наткнуться вот на такое говно. Потому что, ну, я, честно говоря, не ожидал. Я понимаю, что могут быть плохие игры там или что-то еще, но это просто, это не игра. Я не могу назвать это полноценной игрой. Ну как, это просто халтура. Просто люди на халтуре срубают баблище. Кучу людей могут купить, потому что, ну, например, почему я купил это? Потому что я люблю файтинги, вы знаете. И когда что-то новое появляется, что-то, чего я не видел, хочется попробовать, да, тем более там на свитче. То есть там тот же Mortal Kombat на свитче мне не интересен, потому что я в него, ну, играл на более крупных консолях. Ну, а вот вроде увидел, да, увидел скриншот выбора персонажей, ну, вроде бы смотрятся персонажи интересно. Но узнать, как оно играется, ты можешь только купив это дерьмо. Вот, и поэтому, ну, не знаю, Nintendo должно быть стыдно за то, что такие проекты у них продаются в магазине, как мне кажется. Так что вот, ребят, такие дела. Дальше, наверное, играть смысла нет, затыкать это дело. Посмотрите сами, как сейчас компьютер будет меня дубасить. В общем, ребят, ваше мнение высказывайте в комментариях, как вы к этому относитесь. Я так подозреваю, что это, наверное, какой-то проект с мобилок, но я почти уверен, что если найти вот эту срань в Google Play там каком-нибудь, то там будет оценка минимальная стоять, просто заниженная, потому что, ну, такое нельзя продавать. Такое даже бесплатно, как демку, было бы стрёмно выложить. Это стадия какой-то, ну, я не знаю, альфа-тестирования. То есть, если ты делаешь файтинг, то персонажи должны быть разные по своим приемам. Что это такое? 4 кнопки, одинаковых ударов, кто кого просто затыкает. Ну это полный бред. Так что, блин... Ребята, я, честно говоря, просто не ожидал, что такой высер могут выложить в цифровом магазине Nintendo. Теперь я с большей осторожностью буду относиться к играм, которые там продают там по распродажам, по акциям, ко всему вот этому инди-высеру, так сказать. И самое главное, вот если будете смотреть какие-то игры, выбирать, обязательно смотрите, чтобы у игры был трейлер.
Вот у этой игры не было трейлера, и теперь понятно, потому что по трейлеру было бы видно, что это просто неиграбельное говно с одинаковыми ударами и одинаковыми персонажами. Вот, так что, ребят, обязательно смотрите, чтобы был трейлер. Такие дела. Ну что ж, на этом все. Вот такое мое мнение, ребят. Ваше высказывайте в комментариях. Может быть, кто-то из вас на это уже натыкался. Но по мне это просто возмутительно, чтобы вот такого качества продукты могли продаваться на Nintendo Switch. Не знаю, компании Nintendo, ну, должно быть стыдно за то, что в их магазине вот это продается. И нужно задуматься либо о рейтинге, либо о отборе игр перед тем, как их продавать. Ну что ж, ребят, на этом у меня все был. С вами Анидзука. С вами был Анидзука. Немножко побомбил. До новых встреч!